Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему, что будет с ним, если вы уйдете из его жизни. У нас будет 3 позиции, первая, вторая и третья. Выбирайте свою. Кому нужно, ставьте на паузу. Тайм-код будет указан в описании под видео. И начиная с первой позиции, давайте будем смотреть, что же будет с загаданным вами человеком, в том случае, если вы из его жизни уйдете. Давайте сначала посмотрим, что же между вами сейчас, почему возникают такие мысли о том, чтобы уйти. Что между вами сейчас? Что между вами сейчас? Вы знаете, в целом между вами было все стабильно. Четверка жезлов. Очень многие здесь вообще смотрят на своего законного мужа, на гражданского мужа. Но карта башни — это некий такой удар. Это какая-то новость, это какой-то поступок, это какая-то ситуация, которая просто не позволяет идти дальше. Для того, чтобы идти дальше, нужно чем-то жертвовать, перевернуть буквально все с ног на голову. У многих может отыгрываться такое, ну здесь, конечно, у большинства стабильные отношения между вами, но поскольку четверка жезлов выходит, это может также означать, что кто-то из вас не свободен, да, то есть у вас своя семья или у того человека, на которого вы смотрите, здесь другая семья. Тем не менее, здесь вот вроде все было стабильно, но ситуация, которая надломила ваши отношения, ситуация, которая поставила их в тупик. А давайте посмотрим чувства его к вам. Сейчас, какие же у него чувства к вам? Все сложно. Страсть есть, страсть, она никуда не делась, но вот вы знаете, истинные свои эмоции он скрывает. Он боится. Здесь чувство страха не позволяет ему раскрепоститься. И вот это чувство страха, оно не позволяет ему где-то сердце открыть, где-то душу распахнуть. Такая, знаете, некая неопределенность. То, что осталось совершенно точно, совершенно четко, это страсть. Он вас хочет, по-прежнему хочет. А вот романтики и стабильности здесь прям максимально не хватает. Прям катастрофически не хватает. А какие у него планы на вас? Что же он планирует? Что он планирует? Он планирует брать ситуацию в свои руки. Он считает, что он сможет вырулить в нужную ему сторону. Но здесь, знаете, у большинства, опять же, актуально наличие другой женской фигуры. И проблема в том, что под соусом некой такой вот манипуляции, под соусом того, что я беру всю ситуацию в свои руки, он подведет к некому такому финалу. Потому что здесь, видите, другая женская фигура замешана, и она, скорее всего, знает, на какие точки надавить, ну, а он, собственно, будет давить уже на ваши точки. Она на него, а он на вас. А что же будет, если вы останетесь? Ну, здесь, собственно, видите, что он планирует, такой хитрый лис. Что будет, если вы останетесь? Вы знаете, а на самом деле, если вы останетесь, здесь отношения-то они будут длиться достаточно долго. Но проблема в том, что они будут больше разочаровывать, чем наполнять и радовать. Причем карта звезда — это еще и символ цикличности. Здесь вот некий сценарий, он будет повторяться из раза в раз. Вы будете как будто ходить по кругу. Но из раза в раз вы будете получать очередное разочарование. Да, здесь можно будет двигаться вперед. Здесь доверие некое, оно будет восстановлено, действительно. Но смотрите, для тех, кто смотрит на своего супруга, либо постоянного спутника, он не завершить отношения с вами планирует, а вот знаете, за спиной совершать действия вот с этой вот жезловой королевой.
Вот здесь такая ситуация, и он будет манипулировать, он будет между двух берегов. Для тех, кто смотрит на семейного человека, либо же сами, если вы не свободны, здесь, конечно же, за вашей спиной также может отыгрываться взаимодействие вот с этой жезловой королевой. Но, тем не менее, здесь ни к какому финалу вы не придете, даже если он рассчитывает как-то, знаете, планомерно из одних саней в другие пересесть, у него это не выйдет. Здесь все равно так или иначе, вы понимаете, что вы можете друг другу доверять и нужно идти дальше. Просто это движение вперед, оно радости вам не будет приносить. А что будет с ним, если вы уйдете? Вот вы решите уйти. Что же будет с ним? Как интересно. Вы знаете, а он особо-то и переживать-то как будто не будет. У него, ваш уход для него станет определенного рода уроком. Причем после вашего расставания, в том случае, если вы уйдете, он горевать долго не будет. Просто вот эти обстоятельства, они его закалят, укрепят, и он сделает выводы. Он в дальнейшем не будет повторять тех ошибок, которые он совершал в отношениях с вами. Но дело в том, что я не вижу того, чтобы он как-то переживал, чтобы он тосковал. Нет, наоборот, здесь как такое чувство, что у него, знаете, вот некое такое облегчение, что ли, наступит, что ему не придется что-то скрывать, да, потому что, ну, на себя, судя по всему, он не возьмет эту ответственность. И весьма быстро успокоится. Здесь, знаете, он будет исходить из такой позиции, что все, что не делается, к лучшему, сделает выводы и пойдет дальше. Поэтому товарищ здесь, конечно же, я бы сказала, скользкий. И, конечно, нужно... А давайте посмотрим, ну-ка, а что у вас-то будет, если вы все-таки вот уйдете? Ему-то будет хорошо, а вам? Как будет вам, если вы уйдете? Да и вам будет неплохо. У вас есть выбор. У вас начнется новая совершенно жизнь. Просто вам потребуется какое-то время для того, чтобы прийти в себя, для того, чтобы забыть все вот эти вот неурядицы в отношениях с тем, на кого мы сейчас с вами смотрели. Вот такая была первая позиция. Благодарю, единички, за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. Идем к двоечкам. Что будет с ним, если вы уйдете из его жизни, двоечки? Что между вами сейчас? Давайте посмотрим. Почему возникают мысли об уходе. А между вами прям либо пауза, либо какой-то тупик. Боль причинена. Причем, вы знаете, здесь у кого-то отыграется расстояние. И вот это расстояние, оно является своего рода проверкой на прочность, которую вы то ли не прошли, да, то ли не сумели пройти, то ли нет стремления просто проходить вот это испытание. Поэтому здесь сложная ситуация на самом деле, когда боль, когда расстояние, когда молчание, либо недопонимание. Чувства здесь есть между вами, безусловно, есть любовь, но у каждого своя ситуация, у кого-то это дистанция, у кого-то это некрасивые поступки, у кого-то отсутствие диалога. Все это приводит к тому, что постепенно как-то все движется к тому, что чувства отмирают. Потому что карта силы символизирует вот как раз-таки нехватку вот этой вот близости, даже, знаете, не интимную близость имеется в виду здесь, а просто взаимодействие, поговорить, увидеться, как-то пообщаться, вот именно тесно, чтобы было понятно, что вы вместе. И, соответственно, ситуация получается тупиковая, зависшая, непонятно, куда двигаться дальше. Давайте посмотрим его чувства к вам. Неопределенность, может вас с кем-то сравнивать. Вы знаете, ну здесь, да, действительно, у большинства расстояния, вы далеко друг от друга находитесь, и эмоции-то есть, эмоции и чувства действительно есть, но перед глазами есть другие фигуры,
которые его отвлекают, которые его вдохновляют. И вы знаете, вот от того, что нет возможности с вами полноценно пообщаться, повзаимодействовать, человек, да, он любит вас на расстоянии, он любит вас сквозь вот это время, сквозь эту дистанцию, но тем не менее здесь искушением он вот-вот и поддастся. А какие планы у него на вас? Давайте посмотрим. Что же он планирует-то? Вообще планирует любовь. Планирует счастливые отношения с вами. Но дело в том, что здесь товарищ эгоист. Он ориентируется в первую очередь на себя. И вот эта дистанция между вами, она может быть обусловлена тем, что человек уехал на заработки. И в приоритет он сейчас ставит финансовую составляющую, но он планирует вернуться к вам. Он действительно планирует к вам вернуться. Он вас любит. Здесь краски не нужно сгущать. Здесь, собственно, можно действительно рассчитывать на какое-то счастливое будущее с человеком. Потому что туз кубков — это любовь, это семья, это гармония. Девятка пентаклей — это достаток, понимаете? И здесь он, как ни крути, он все равно будет ориентироваться на то, чтобы ему было комфортно. Он такой нормальный эгоист, да, и как бы он вас не любил, ему хочется жить в комфорте, ему хочется жить в таких замечательных, красивых, приятных условиях. Что будет, если вы останетесь? Реализует ли он свои планы-то? Потому что планы-то неплохие. У большинства здесь, да, дистанция. Что будет, если останетесь? А оставайтесь. Двойка кубков. Это союз, любовь, гармония. Мужчина вас любит на самом деле. Просто нужно подождать того момента, когда он заработает, когда он добудет эти трофеи, когда он создаст те условия, в которых он может вам подарить вот эту вот красивую, счастливую жизнь. Потому что рай в шалаше — это, судя по всему, не его история. Он хочет, чтобы все было нормально, все было цивильно, и он отправился на заработки, он отправился зарабатывать деньги. У кого-то, знаете, у большинства здесь все-таки дистанция расстояния, но у кого-то просто вот, у кого не расстояние, человек очень много времени проводит в погоне за заработком, за прибылью, за тем, чтобы вот создать красивую, счастливую жизнь. А что будет с ним, если вы уйдете? Так, что будет, если вы уйдете? Нет, ну здесь надо оставаться, товарищи. Здесь уходить не надо. Вы знаете, а он найдет другую женщину. Он найдет другую женщину, он тоже горевать не будет. Он, знаете, карта дьявол — это символ скуки, грусти, тоски. Ему сложно будет вас забыть, ему сложно будет вас вычеркнуть из своей жизни, но, во-первых, его ждет брак, он действительно, он планирует семью, но если человек женатый, да, если вы смотрите на женатого человека, то он погрузится, естественно, в свою семью, но скучать по вам будет. Если же человек свободный, то здесь вот у него четко брак, конечно же, на такого, знаете, уже успешного мужчину любая клюнет. И вот она, пентаклевая королева, которая, собственно, и придет к нему в отношения, но тем не менее по вам он будет скучать. И вот эта ситуация, она станет для него своего рода, знаете, вот таким опять же уроком, очень похожа ситуация на первый вариант, то есть он поймет, в чем и где он был неправ, но тем не менее он будет много работать, он, знаете, он карьеру будет ставить всегда на первое место, он человек такой, стремящийся к достатку, к комфорту, но это не значит, что он не любит, он действительно любит и чувства истинные питает искренне, но вот здесь он любит комфорт, поэтому его нельзя в этом упрекать, потому что для вас же он и старается, поэтому вот такие двоечки, дайте человеку шанс, все заработает, все сокровища мира и бросит к вашим ногам. А то, видишь, какой-то пентаклевой королеве его уступать. Зачем это? Зачем это нужно? Так, и третий вариант. Давайте посмотрим, что будет с ним, если вы уйдете из его жизни. Почему собрались-то? Что между вами сейчас? Что между вами сейчас? А между вами другой мужчина. Ой, ну здесь классический треугольник. Здесь одна женщина, двое мужчин.
И вы знаете, вот с тем человеком, на которого вы смотрите, вот вроде бы и все бы хорошо, и романтично, но здесь какой-то другой товарищ вас как будто бы сбивает с толку. И если вот этому сбиванию с толка поддаться, то все действительно может прийти к своему логическому финалу, вот с тем человеком, на которого вы смотрите. А что он чувствует к вам? Что он чувствует? Причем, вы знаете, тот, на кого вы смотрите, здесь вполне может в дальнейшем предложить вам руку и сердце. Шестерка жезлов в данном случае, она очень хорошая карта. Так, чувство его к вам. Но здесь на самом деле глубокое уважение к вам и осознание того, что вы пришли в его жизнь не случайно, но здесь как-то, знаете, вот разум и чувство борются, такое ощущение, что нет взаимопонимания. То ли вы поссорились сейчас, но он понимает, что вы важный человек в его жизни. Влюблен, да, эмоции есть, и готов уже простить тех, на кого он был обижен, да, вот те, кто смотрят, у кого из-за обиды вот эта закрытость, он готов уже вас простить. Вы как, знаете, вы как учитель ему идете, вы переворачиваете полностью все его представление о любви, об отношениях. Он привык так, а вы его учите делать все это несколько иначе. И я не могу сказать, что он прям тут теряет голову от любви, но он осознает вашу значимость в своей жизни. Он больше, знаете, не сердцем вас любит, а головой осознает то, что вот ты мне по судьбе, да, как любят говорить, по судьбе, не по судьбе. Вот он понимает, что вы ему вот вроде как по судьбе. А какие планы у него на вас? Раз по судьбе, то давайте посмотрим. Ну, шестерка жезлов, это вроде как свадьба в перспективе, если все будут вести себя хорошо. Какие планы? Планы. Здесь, знаете, больше похоже у вас с ним на взаимовыгодный какой-то вот союз, когда вы друг другу помогаете, не по зову сердца, а по долгу службы, да, то есть так должно быть. Здесь как брак по расчету, что ли. Но он планирует, да, действительно дальше вместе идти, потому что вы можете друг другу доверять, вы можете друг на друга положиться. Но здесь, смотрите, здесь и жезлы, и пентакли, и мечи, кубков нету, чувств очень мало. Здесь действительно вот не про чувства, а про то, что человек понимает, что ваш союз будет выгоден и полезен вам обоим. А что будет, если вы останетесь? Что будет, если вы останетесь в этих отношениях? Все ровно, все спокойно. Вот поставили штамп в паспорте для некой такой галочки. У вас действительно есть цели общие, к которым вы можете стремиться. И вместе вы долго и далеко пойдете. Просто здесь, знаете, вот какое-то такое состояние непонятное. Вроде все стабильно, но каких-то ярких эмоций здесь нет. Каких-то таких вот, знаете, вот пылких чувств здесь нет. Все сводится к тому, что ваш союз, он действительно принесет вам либо прибыль, либо успех какой-то, либо вот выгоду какую-то. А чувство здесь вообще не про чувства. Здесь про то, что действительно этот союз, он взаимовыгодным является. А что он будет делать, если вы уйдете? Вы знаете, ну, он пойдет за вами, он вас не отпустит. Он, знаете, человек слова. Вот он такой мечевый король, который, да, он не поддается эмоциям, он руководствуется разумом. И он будет стараться вас убедить, что нет, мы должны с тобой этот союз создать и сохранить. Пусть нет такой пылкой любви, зато есть перспективы, которые нужны и тебе, и мне. И все это в наших с тобой перспективах приведет нас к заветной такой намеченной цели. Поэтому здесь вот чистой воды прагматик, даже не прагматик, а вот тот, кто
товарищ, ну прям, опять же, не сухарь, я даже не могу слово правильное подобрать, кем он там является. В общем, у него все четко по плану, у него все по какому-то определенному, выстроенному у него в голове шаблону. Поэтому вот такой третий вариант. Я благодарю всех за просмотр, буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.